Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами будем делать очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на мои социальные сети есть в описании. Вот здесь слева сейчас появится окошечко с QR-кодом, куда вы можете перейти на мой закрытый канал на Бусти и посмотреть все те видео, которые я предлагаю на шоп-контенте, которых не будет здесь на YouTube-канале. Переходите, будет интересно. За подписку всего 299 рублей в месяц вы получите от 5 до 8 видео, которые здесь на YouTube-канале я точно не буду выставлять. Сегодня с нами карта Deviant Moon, безумная луна, приехавшая ко мне из Америки совсем недавно. Я их очень ждала. Это оригинал от Патрика Валенса. И сегодня мы будем делать расклад на них на торговый центр «Зимняя вишня». Вообще пожар в торговом центре города Кемерово стал одним из самых резонансных в истории современной России, наряду с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». 25 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров на 4-м этаже здания торгового центра «Зимняя вишня» начался пожар, ставший общей трагедией русского народа. В пожаре погибло 60 человек, из которых 37 человек – это дети. Что на самом деле случилось в торговом центре «Зимняя вишня» в тот злополучный день? Почему пожарные во главе с начальником пожарно-спасательной бригады Сергеем Ениным игнорировали требования родителей спасти их детей? И почему все двери, которые вели к запасным выходам, оказались заблокированы? 1000 вопросов, 0 ответов, но сегодня мы будем с вами разбираться и вести свое собственное расследование по картам. Здравствуйте, карты. Первый вопрос, который я бы хотела задать, это: была ли это организованная акция, да, по поводу того, что был ли это действительно подстроенный пожар? Пожар 25 марта 2018 года в городе Кемерово. Подстроили ли его? Или это чистая случайность? Подстроили ли пожар 25 марта 2018 года в городе Кемерово? Если да, то для чего и кому он был нужен? Подстроили ли пожар 25 марта 2018 года в городе Кемерово? Если да, то для чего и кому он был нужен? Если да, то для чего и кому он был нужен? Подстроили ли пожар 25 марта 2018 года в городе Кемерово? Если да, то для чего и кому он был нужен? Ну, дорогие мои, сами видите, да, что да. Во-первых, мы всегда смотрим, сколько у нас старших и младших арканов. Младший аркан у нас только один. Старших арканов у нас целых 5 штук, 5 карт. Поэтому, да, однозначный ответ на вопрос – это да. Подстроен ли пожар? Конечно, да, тем более выпали такие карты, да, у нас плохие. Ну, во-первых, первая тройка у нас Иерофант, темная луна и двоечка кубков. О чем это говорит? О заключении договора с некими темными силами, да, темная луна плюс еще двоечка кубков рядом, да, неких иерофантов, людей, стоящих у власти. Кто такой иерофант? Это человек, стоящий у власти, очень умный, очень хитрый, приближенный к масонам, сатанистам, да, иллюминат, человек-иллюминат, который знает все то, чего не знают обычные люди. То, что обычных людей не касалось и даже нам не снилось, да, вот шахматная доска в картах Таро по безумной луне всегда говорит отсылка к иллюминатам, либо к человеку очень умному и хитрому, не обязательно говорит о сатанистах и масонах, да, но плюс еще карта Иерофант у нас такая очень звучная, в кармашке у Иерофанта куколка, которую манипулирует Иерофант, это, собственно говоря, все человечество и люди, маленькие детки, которые, собственно говоря, погибли в торговом центре «Зимняя вишня», да, Иерофант молится каким-то своим богам, к Иерофанту ходит, чтобы поклониться ему, да, рассказать о каких-то своих грехах. Но Иерофант человек эмоциональный, существо очень эмоциональное, повернуто к нам левой стороной, маминой стороной, эмоциональной стороной, что говорит о том, что он не может думать рационально. Облаченный Иерофант во все красное, что говорит о том, что он безжалостен. Абсолютно. Похоть, страсть, влечение какое-то – это его главные козыри. И он служит дьяволу. Почему? Потому что рядом карты темная луна. Темная луна – это вообще служение дьяволу. А в колоде безумная луна, луна – это одна из самых плохих карт, да? Что говорит о порче, о каких-то заговорах, о каком-то негативе. Плюс ко всему луна держит за веревочки людей. То есть темное царство держит нас всех за веревочки, за вот эти ниточки и манипулирует нами. Здесь некий иерофант, стоящий у власти,
которому все подчиняются, а он подчиняется, сложив руки своей собственной темной луне и неким темным силам, заключил он договор с некой сущностью, да, запечатлел этот договор кровью, после которого он должен был привести за собой вот этих вот деток, да, маленьких деток. Здесь у нас нарисован король жезлов для этих маленьких деток и для всего честного народа, который ему верит и доверяет, он является, ну, якобы хорошим человеком, да, человек, стоящий у престола, у власти. Эти маленькие детки смотрят на него как на некого идола, как на некого Господа Бога, да, он обожаем этими детьми, этими людьми. Возможно, этот человек действительно, ну, который не вызывает никаких сомнений, да, в том, что вот он какой-то плохой человек, да, плюс ко всему, посмотрите, у Иерофанта такие вот рожки дьявола, как перевернутая луна, что еще говорит нам об отсылке как раз-таки к темным силам. Ну, опять-таки, троечка — это у нас заключение договора с темными силами, первая троечка, да, некий король жезлов, то есть тот же самый Иерофант, он должен был привести детей по вот этому страшному договору. С ним рядом, вот видите, детки за руки взялись. Да, очень страшно на самом деле, да. Здесь у нас также четверочка кубков и королева мечей. Королева мечей у нас обозначает какие-то войны, да, какие-то кровопролития, какие-то передряги. Здесь не обязательно у нас обозначение как человека. Королева мечей какая-то обиженная женщина, которую когда-то обидели и которая обижает всех вокруг, потому что, вот видите, у нее окровавленный меч. Обидели меня, вот она плачет, да, обижу и я, собственно говоря, в ответ, да. И по договору с темной луной здесь как раз-таки нужно было принести в жертву вот этих маленьких детей. Такое ощущение, что по четверке кубков вот этот самый Иерофант, он сделал это не потому, что это было нужно конкретно для него, а вот здесь, знаете, ощущение такое, что не от скуки, четверочка кубков, а я даже не могу вам объяснить, здесь не от скуки, а как будто бы вот это было как какое-то завершение какого-то дела большого, да, то есть он уже каких-то детей собрал, вот для этого темного правителя, да, для этих темных людей, уже каких-то детей когда-то собрал по четверочке. Такое ощущение, что четверка здесь играет немаловажную роль. Вот эта четверка как будто бы был год, да, либо 2004, да, либо, ну, какой-то вот четверочка какая-то была, и в 4 году он уже собирал этих детей. И вот это как будто бы вот, ну еще чуть-чуть, ну вот еще чуть-чуть не хватило, самую малость, вот эти 37 человек, да, вот здесь вот так говорится. То есть заново объясняю вам. Некий Иерофант, заключивший по темной луне договор с некими темными силами по двоечке кубков. Такое ощущение, как будто бы добрал вот этот остаток детей, как это не ужасно звучит, да, но прикинулся таким добрым папочкой. Такое ощущение, что все про него думают, что он добрый, хороший и замечательный человек. Но королева мечей здесь у нас обозначает как раз-таки какое-то кровопролитие, какие-то войны, какие-то передряги, какие-то теракты, какие-то пожары. Королева мечей у нас как раз-таки обозначает не человека, а обозначает то, что действительно поджог был. То есть это был поджог, это была подстроенная акция. А королева мечей говорит о том, что это не случайность, а все остальное говорит о том, что это жертвоприношение в виде деток. Именно дети почему-то нужны были. Такое ощущение, вот по четверочке, эти дети уже были в каком-то то ли 4 году, то ли 4 месяца, то ли 4 числа. Он уже, этот Иерофант, стоящий у власти человек, уже собирал этих детей. И вот такое ощущение, как будто здесь он немножко их добрал. Вот как будто бы кого-то не хватало. Вот это так страшно звучит, но это как есть, да? Договор с темными силами и добрал вот этих детей, которых не хватало вот для этого человека, ну, для человека, либо для мировой элиты какой-то, да? Здесь не один человек конкретно, здесь масса людей, да, которые стоят за этим. Вот здесь вот он добрал этих детей, и получилось так, что вот он исполнил желание вот этих темных сил. Вопрос звучал, поджог ли это, подстроено ли это? Да, подстроено. Кем? Человеком, стоящим у власти для мировой элиты, с которой он заключил темный договор. Такое ощущение, как будто добрал детей. Когда-то уже этих детей он в каком-то году, либо в 4 году, либо 4 месяца, либо 4 числа он уже этих деток, ну, убил, так скажем, да. Следующий вопрос.
Жив ли кто-то из детей, которых считают погибшими в зимней вишне? Жив ли кто-то из детей, которых считают погибшими в зимней вишне? Жив ли кто-то из детей, которых считают погибшими в зимней вишне? Жив ли кто-то из детей, которых считают погибшими в торговом центре зимней вишни? Жив ли кто-то из детей, которых считают погибшими в торговом центре зимней вишни? Два человека было, за которыми наблюдали. Вот два человека, да. Такое ощущение интересно очень. Вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, на закрытом канале. Обязательно посмотрите, не пожалеете. 299 рублей. Я сейчас уговариваю не из-за денег, а из-за того, что вот просто посмотрите это видео про гавах. Не могу его сюда, к сожалению, выложить, потому что оно такое резонансное достаточно. Посмотрите, что такое гавах, как его собирают с людей, с детей в особенности, да, в частности, с детей. Здесь, да, после того, как произошел пожар в зимней вишне, осталось буквально два человека. Два человека, как будто бы это были брат и сестра. Тут кровное родство, по четверке жезлов, кровное родство, за которыми наблюдали. Вот это их сила общая, то ли это были близнецы, то ли это были просто брат и сестра, которые очень сильно друг с другом контактировали, дружили, прям были вот не разлей вода. И их оставили, как это не страшно звучит, для того, чтобы выжать из них последние соки. Вот какой-то паж мечей наблюдал за этими двумя детьми, которые были в кровном родстве, состояли в кровном родстве. Это брат и сестра, девочка и мальчик. Их увезли во время пожара. И по двоечке жезлов, сейчас у меня расфокус небольшой, с них выжимали последние соки. С них выжимали последние силы, причем достаточно долго. Причем пили их какую-то жидкость по звезде. Достаточно долго по звезде, карта долгая звезда, карта холодная, далекая. Плюс ко всему здесь звезда льет еще воду, да? Воду в ручеек, в колодец. И здесь, опять-таки, отсылка к масонам, да, один закрытый глаз. Здесь пили их жидкость, собирали их негативную энергию, гавах, да, ту самую негативную энергию, которой они питались. У детей очень сильно развита сердечная чакра. Сердечная чакра – это высшая чакра, да, мы думаем низшей чакрой, мы думаем животом с вами. Когда мы боимся, живот всегда напрягается. Взрослые думают животом, думают головой, низшей чакрой. И живот постоянно напрягается, когда мы боимся. Мы это можем уловить, но дети, маленькие существа, думают сердцем, чувствуют сердцем, эмоционируют сердцем. И идут и поступают от сердца. Поэтому говорят, думай как ребенок, да, и все будет хорошо. Но мы часто думаем головой, у нас хорошо развита рациональная сторона, мы постоянно о чем-то думаем, мы постоянно о чем-то тревожимся. Дети не такие, дети чистые. И вот для того, чтобы пить их энергию, гавах, для того, чтобы питаться их сердечной чакрой, как это не страшно звучит, для того, чтобы питаться какой-то их жидкостью, скорее всего, это не только кровь, это еще какая-то жидкость. Возможно, жидкость, исходящая даже из половых органов. По умеренности они питались этими детьми, двумя детьми. Два человека, они должны были состоять в кровном родстве. И за ними долго наблюдали, долго пили с них эту негативную энергию, этот страх. Детей очень легко напугать. И после того, как они питались, они получали умеренность. Умеренность – это женщина, которая переливает из пустого в порожнее, у которой замечательно развита половая чакра, она переливает из пустого в порожнее, если можете заметить, это отсылка к половым органам, да, к женскому и к мужскому. И она полностью вся состоит из синего цвета, что значит, обладает эзотерическими магическими способностями, у нее хорошо развит третий глаз и интуиция. И после того, как они подпитались детской негативной энергией, детским страхом, детской сердечной чакрой, эмоциональной чакрой, они получают дар видения. Тут даже вот паш мечей может обозначать не столько наблюдение, сколько дар видения. Дар видения они получают после того, как питаются вот этими детьми. Как бы это страшно ни звучало. То есть, да, вопрос звучал так, жив ли был кто-то после пожара в зимней вишне. Дети сейчас не живы, но были живы продолжительное время.
И для чего их использовали? Их использовали для того, чтобы забрать вот этот гавах, энергию страдания, и подпитаться высшей чакрой, сердечной чакрой, забрать их у детей и подпитываться ей, чтобы обладать вот такими вот эзотерическими, магическими способностями. Ну, это такой обряд жертвоприношения своего рода. Почему пожарные машины долго не приезжали? Это было запланировано как-то. Почему пожарные машины долго не приезжали? Если вы смотрели видео про зимнюю вишню, вы знаете, что там звонили битый час, да, никак не могли дозвониться. Оператор сказал, что они уже едут, но машин все не было. Почему пожарные машины долго не приезжали к торговому центру «Зимняя вишня»? Это было как-то спланировано заранее или что? Почему пожарные машины долго не приезжали к торговому центру «Зимняя вишня»? Ну да, конечно, спланировано по десятке пентаклей, да, игра, в которую играют не люди, у которых много силы, нечеловеческой силы, которые притворяются людьми. Бойтесь волков в овечьей шкуре, да? Здесь отсылка к этой поговорке. Здесь по десяточке пентаклей вопрос звучал, почему пожарные машины долго не приезжали. Конечно, это была спланированная акция людей, которые играют в людей, да, в большие игры. То есть ставка – это человеческие жизни, да, вот человек в виде стола под шахматной доской сидит, да, прячется, подает фигурки двум людям, которые одеты в фиолетовые одеяния, два богатея, сын, отец, и десяточка пентаклей, десяточка Таро говорит о переходе в новую жизнь вообще, да, для того, чтобы перейти в новую жизнь, тут опять это иерофант у власти, да, стоящий у власти человек, он должен был принести вот в жертву вот этих самых детей. Почему пожарные машины долго не ехали? Потому что это запланированная акция, спланированные, естественно, пожарные машины и пожарные, они тоже были задействованы и участвовали во всем этом, несмотря на то, что, возможно, кто-то из них не хотел, да, кто-то был в броне, но все равно выполнял приказ. Здесь колесница в броне, но все равно движется. Человек в броне, человек не хочет выполнять приказ, человек укутан вот в эту сталь, вот в это железо, он в броне, он не понимает, что происходит, но он все равно движется по приказу, он идет по приказу, он идет вперед по рыцарю жезлов, потому что ему приказал иерофант некий и темные силы вышестоящие, да. Почему пожарные машины долго не ехали? Потому что здесь всем заправляют люди, которые притворяются людьми. Мимикрия, карта притворства, паж кубков, я вам уже говорила, да. Еще раз объясняю. Пожарные машины не ехали, потому что десятка пентаклей, люди, которые играют в большие игры, люди сильные, люди, связанные с властью, с иерофантом, с мировой элитой, да, тут есть один иерофант, который все это выполнял заказ темных сил. И, естественно, пожарные машины, которые не хотели, но ехали на вызов так долго, да, выполняли приказ вышестоящих темных сил. Люди, которые притворяются людьми. Присутствовали ли при пожаре лица, которые умышленно мешали спастись посетителям и сотрудникам торгового центра? Присутствовали ли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года лица, которые умышленно мешали спастись посетителям? Присутствовали ли при пожаре 25 марта 2018 года в городе Кемерово лица, которые умышленно мешали спастись людям, находящимся в торговом центре? Угу. 4 человека. Некая королева кубков, королева жезлов,
король пентаклей и император. И такое ощущение, как будто они все имеют отношение. Ну, во-первых, они все, естественно, работали за деньги, да. Тут им были предложены хорошие деньги по четверочке пентаклей. Здесь карта жадности и карта самовыгорания от этой самой жадности, да. Здесь, да, присутствовали лица, здесь было 4 человека, 2 женщины, одна королева кубков водного знака зодиака, другая королева жезлов огненного знака зодиака, король пентаклей и император. Император – это тот человек, который непосредственно принимал участие в открытии этого торгового центра, да, либо был владельцем этого торгового центра, но имел непосредственное участие как раз к сотрудникам, держал их в узде, этих самых сотрудников. Король пентаклей, который занимался какими-то финансами, да, вот в этом самом торговом центре, это люди, которые были в самом торговом центре, имели непосредственное столкновение с этим торговым центром, да, участвовали в организации там, в каких-то мероприятиях, еще чего-то. Они были куплены, да, за деньги, то есть им предложили какие-то хорошие деньги. И они занялись как раз вот этим возгоранием, да, вот этим пожаром. И там был еще какой-то один иерофант, который стоял у власти. Иерофант и вот эти вельможи, которые были в этом самом торговом центре, принимали в открытии этого торгового центра непосредственное участие, то есть были их сотрудниками. 2 женщины, 2 мужчин присутствовали, да, которые мешали, умышленно мешали выйти из торгового центра. Почему аварийные выходы оказались закрыты? Почему аварийные выходы оказались закрыты? Ну, посмотрим, да, но скорее всего их просто заперли. Почему аварийные выходы в торговом центре города Кемерово и Вишни оказались закрыты в тот злополучный день? Почему запасные выходы оказались закрыты? Ну, отдали приказ, да, опять за деньги, опять что-то переделали, то ли такое ощущение, как будто замки поменяли, тут как меняют что-то. Тут что-то меняют на свой лад как-то. Да, тут что-то поменяли, какие-то замки поменяли. Причем они как будто бы... Есть даже какая-то переписка между людьми, которые были в торговом центре, работали в торговом центре и выполняли приказ вот этих вышестоящих мировых элит. Тут есть какая-то переписка по этому поводу, здесь что-то связанное с письмом. Кто-то кому-то писал, как будто бы либо имейл как-то, либо смс-ка какая-то, как будто бы перед началом вот этого всего. И здесь 2 тройки, как будто бы не успеем, давайте быстрее. Не успеем, давайте быстрее все это переделаем. Переделывали замки, и, естественно, это был приказ по рыцарю мечей, да, приказ от вышестоящих лиц, от вышестоящей мировой элиты, от 9 пентаклей, да, 9 пентаклей – это что-то скрытое, какой-то скрытый человек под маской, человек, которого никто никогда не видел. И людям написали, вот этим людям, вот тут 3 непосредственных человека, тут 4-й есть еще человек, но тут 3 как будто бы вот очень сильно задействованы были в этом, а 4-й как бы, ну так, между прочим. И вот тут поменяли вот все вот двери, не двери, а все замки на дверях, как будто бы. Такое ощущение, как будто они другие. Тут замена, перемена какая-то, перемена замков. И тут вот непосредственно 3 лица принимают активное участие в этой замене замков, как будто бы с ними кто-то переписывается, вот кто-то из вышестоящих людей, да, каких-то, которые вот говорят им, что делать, как-то по их четким указаниям они следуют. Тот, чье имя нельзя называть, да, как Волан-де-Морт, тот, кого никогда никто не видел, под какой-то маской. Люди, которых никогда не видели. Тут отдан приказ, тут рыцарь мечей. Это приказ. Это приказ, который не просит, не требует никаких возражений, да? Следующий вопрос. Кого вывозили служебные машины с черных выходов торгового центра? Камеры очевидцев запечатлели... Дьявол упал. Камеры очевидцев запечатлели то, что некие машины, пока был пожар, вывозили из здания торгового центра кого-то с черных выходов.
с какого-то черного выхода, да. И вот кого они вывозили, давайте мы сейчас узнаем. Кого вывозили из здания торгового центра 25 марта 2018 года при пожаре в Кемерово? Кого вывозили с черного входа? С черного выхода, с черного входа. Кого вывозили из торгового центра с черного выхода 25 марта 2018 года? Ну, тех людей, которые, ну, королева кубков здесь опять это самое вышло, да? Угу. Тут, кстати говоря, тех людей, которые участвовали в исполнении желания. В исполнении желания дьявола, да? Тут люди из мировой элиты показаны, да, у нас люди мировая элита — это дьявол, да, как раз это темные силы, и вывозили какую-то женщину, королеву кубков, водного знака зодиака, это женщина, которая участвовала во всем этом недоразумении, она была в тот день в торговом центре. И здесь ощущение, что именно она, ну, вот здесь несет чашечку, да, с кубком, именно она сыграла вот последнюю скрипку в этом деле, да, и ее вот как раз ту женщину, которая получила деньги от дьявола, от всемирной элиты, да, выполнила его заказ по девятке кубков, выполнила его темный план, вот ее как раз вывозили в темную, да, под маской, прячется под маской, девятка пентаклей. Она выполнила план, выполнила его как бы, до конца довела этот план, что-то сделала, то ли закрыла как-то двери, то ли что, но что-то сделала до конца. Вот вывозили ее как раз-таки. Может быть, одна там машина была, я не знаю, да, но там просто очевидцы запечатлели такую картину, что машины подъехали к черному выходу торгового центра и кого-то увезли быстренько. Вот это самая королева кубков, которая как раз участвовала во всей этой канале, которая до конца доделала свое черное дело, получила деньги от темных каких-то сил, от мировой какой-то элиты, да. И по девятке кубков выполнила приказ. И по девяточке пентаклей ее скоропостижно увезли под маской, да, никто не заметил даже этого, кого увезли, там, что там увезли. Какую роль выполнял пожарный Генин, Сергей Генин? Умышленно ли он не выполнял своих обязанностей? Какую роль выполнял пожарный Сергей Генин? Умышленно ли он не выполнял своих обязанностей? Какую роль в тот день выполнял Сергей Генин? Какую роль 25 марта 2018 года при пожаре в Кемерово выполнял Сергей Генин? Умышленно ли он не выполнял своих обязанностей? Потому что его просили спасти детей, а он нес какую-то чушь, не было воды у пожарных почему-то резко. И они никак не могли потушить пожар, никак не могли вывести детей. Сказали, сначала потушим пожар, потом вывезем детей. Очень странно. Какую роль выполнял пожарный Сергей Генин 25 марта 2018 года? Умышленно ли он не выполнял своих обязанностей? Ну, конечно. Да, притворялся, дурачком прикидывался, да, что у меня ничего нет, у меня ничего не получится, 50 на 50, тут надо спасать, сначала тут надо на амбразуру лезть, да, сначала тут надо тушить пожар, да, естественно, денежка у него хорошая была, да, за это, ну, конечно. Тут все имеют какую-то денежку, да, всех подкупили, так сказать, да. Причем тут 5 человек активно участвовали во всем этом, да, 5 пятерка жезлов. По пятерке жезлов, притворялся, прикидывался дурачком, у меня вот недостаточно там, я не знаю, воды, у меня нет этого, у меня нет того, да, сначала нужно вообще лезть на амбразуру по рыцарю жезлов, да, сначала нужно там здание спасти, потом нужно вынести детей, но на самом деле участвовал во всей вакханалии и получил за это денежку. Вот этот самый Сергей Генин, да, пожарный. Знали ли заранее сотрудники, именно сотрудники кинотеатра, я сейчас не говорю о лицах вышестоящих, да, не кинотеатра, а торгового центра, да, я сейчас говорю не о лицах вышестоящих, там, о руководстве, да, а именно о сотрудниках. Знали ли заранее сотрудники о том, что будет пожар в торговом центре? Знали ли заранее, были ли предупреждены? Знали ли заранее сотрудники,
что будет пожар? Знали ли заранее сотрудники, что будет пожар? Нет, нет, не знали. Узнали позже, узнали потом, только когда началось возгорание по солнцу, да, возгорание началось, и они шли в потьмах, они пробирались в потьмах, в этом дыму, да, и узнали только потом. Звезда долгая карта, да, долго доходит. Пытались вывести детей еще по королю жезлов, да, здесь пытались вывести детей, пытались их как-то спасти. Некая королева жезлов здесь, кстати, вот говоря, кого-то даже спасла. Тут королева жезлов, которая позже всех узнала что-то там, да, тут у королевы жезлов есть какая-то, которая пыталась там вот спасти детей, как-то вывести их оттуда. Такое ощущение, как будто либо свои какие-то детки у нее там были, да, пыталась как-то собрать себя в кучу, все в кучу как-то пыталась собрать. Нет, здесь сотрудники сами не знали, вот именно сотрудники, рядовые сотрудники, о том, что начнется пожар. Есть такой персонаж Игорь Востриков, у которого якобы погибла семья. Реально ли она погибла в пожаре? Ну, он подставное лицо, или его семья реально погибла в пожаре. Почему я говорю так о человеке? Потому что он там много кричал, агитировал. Мы сейчас встанем тут против правительства, против власти. Да что они нам говорят тут? Почему они не хотят спасать наших детей? У него погибла якобы вся семья. Но через некоторое время, там буквально через несколько месяцев, он поехал путешествовать по всему миру. Откуда у него такие деньги? Да, почему он поехал путешествовать по миру? А почему он не скорбил по своей семье вообще? Да? Игорь Востриков, подставное лицо, или его семья реально погибла в пожаре? Игорь Востриков, подставное лицо, или его семья реально погибла в пожаре? Подставное лицо Игорь Востриков, или его семья реально погибла в пожаре? Нет, он заключил договор, конечно же. Апатия, тоска, он сначала мучился, а потом пошел во все тяжкие. Поехал путешествовать по миру. Ну, тут, знаете как, тут, конечно же, он заключил договор с людьми, которые сказали ему: молчи, ничего не говори, будешь путешествовать по миру, денежку получишь, ну и что, семью теперь не вернешь. Семья действительно умерла у него, семья действительно погибла в торговом центре, да, но он себя пересилил, сначала его захватила грусть и тоска, но он оказался вот такой вот подлый товарищ, он себя сам пересилил, оказался он эгоистом и нарциссом, да, по первому старшему аркану, и поехал кутить по миру и во все тяжкие, да, по троечке кубков. Этот человек действительно потерял семью, это не подставное лицо, его просто потом впоследствии подкупили. Игорь Востриков, который агитировал за то, что вот, мы сейчас все тут поднимем, да, мы поднимем всех сейчас, власти, мы покажем власти, что к чему, да, и тут, видимо, ФСБшники ему сказали: ну-ка молчи, мы тебе сейчас тут дадим хорошую денежку, ты поедешь путешествовать, увидишь весь мир, семью уже не вернешь. Ну, он поскучал, подумал, попереживал, конечно же, ну, пересилил сам себя в кавычках, оказался жутким эгоистом, да, по первому старшему аркану маг, и пошел кутить во все тяжкие. То есть, да, действительно потерял семью, не подставное лицо, он просто получил какие-то деньги от органов, скажем так. Ольга Задоенко еще есть такая, да, тоже поехала путешествовать через 2 месяца после того, как у нее погибло 2 дочки у нее там погибло, да? 2 дочек она потеряла. Ольга Задоенко ехала путешествовать. Она тоже подставное лицо, или у нее действительно погибли девочки? Ольга Задоенко подставное лицо в деле о зимней вишне, или у нее действительно погибли девочки, или ее тоже подкупили? Ольга Задоенко подставное лицо, или у нее действительно погибли дочки, ее тоже подкупили? Тоже поехала путешествовать через 2 месяца по всему миру, и на лице ни слезинки, ничего. То есть это странно. Были ли там подставные лица? Ольга Задоенко действительно подставное лицо, или у нее погибло 2 дочки? Почему она поехала путешествовать тогда? Ну, тоже, конечно же, естественно. Ну, тут везде 2 кубков выходит, да. Да, она была матерью, королева пентаклей, дочки, тут девочки, да, дети. Некий король кубков из
мира темных, да, как раз-таки тоже попозже, чуть-чуть позже, чем Игорю Вострикову, предложил ей, ну чего горевать, да, ну давай мы тебе там пентаклик, причем какую-то небольшую денежку ей дали, и она, в принципе, тоже поехала восвояси, да, заключила договор с темными силами, с неким королем кубков, и поехала тоже путешествовать спокойно. Ну, вот такие вот подкупные ребята. Тоже погибло 2 дочерей у нее, Зимняя Вишня. Мы сегодня узнали, что произошло при пожаре в Зимней Вишне, да, пишите свои комментарии, что вы думаете вообще об этом, и я вас очень люблю, до новых встреч.